Что случается, если продажные копы нарываются на не того человека? Ведь не всех можно напугать властью и оружием. Меня зовут Нокси, и я собрал вам несколько удивительных историй, когда наглые полицейские поплатились за свое поведение. Как? Смотрите до конца, там будет очень показательное видео. Но давайте буду идти по порядку. И вот первый случай. Водителя Uber остановила полиция, не зная, что он случайно посадил в салон человека, который находился в розыске. Это же просто такси. Когда преступника арестовали, полицейские начали вести себя грубо по отношению к водителю. Требовать показать бумажник, документы, явно намекая на проблемы. Недолго думая, он достал телефон и начал все снимать. Однако офицеры тут же потребовали прекратить запись, угрожая арестом, заявив, что съемка запрещена. Но они не учли одного. Этот водитель был не просто таксистом, он был адвокатом. Да-да, крутил баранку просто для души. «Эй, приятель, выключай», — скомандовал один из полицейских. «Нет, я продолжаю снимать, это мое право», — спокойно ответил водитель. «Не снимай меня, ты меня понял?» — психовал коп. «Смотрите, вы полицейский при исполнении. Я имею право вас снимать. И если вы подойдете к машине, я продолжу это делать», — стоял на своем водитель. Словесная перепалка продолжалась. Полицейские настаивали на том, чтобы водитель выключил камеру, даже пригрозив арестом. «Вы не имеете права меня снимать. Покиньте машину», — настаивали они. «А за что вы меня арестуете? Я просто сижу в своей машине и записываю. Что ж, если что-то случится, у меня будет доказательство», — не сдавался водитель. «Лучше надеяться, что мы не найдем в вашей машине ничего незаконного», — пригрозил один из офицеров. «Вы не будете обыскивать мою машину», — твердо заявил адвокат. Когда он показал свое удостоверение и объяснил, что работает в Uber только ради подработки, ситуация приняла иной оборот. Водитель напомнил полицейским, что в США люди имеют право записывать действия сотрудников полиции, если те находятся при исполнении своих обязанностей в общественных местах. Это защищено первой поправкой Конституции. После этого инцидента началось внутреннее расследование, а сержант вылетел с работы. А тут была несколько иная ситуация. Парень спокойно ехал на своей серебристой машине, пока его не остановил патруль. «Как дела, чувак? У вас есть водительское удостоверение?» – спросил полицейский. «Да, но что происходит?» – ответил водитель, немного озадаченный. «Я скажу тебе, как только увижу, с кем разговариваю, хорошо?» – пообещал офицер. Однако то, что произошло дальше, удивило многих. Водитель, которого звали Келвин, находился в машине со своей женой и братом. Он настаивал на том, чтобы ему объяснили причину остановки. «Мне нужно знать, за что меня остановили. Какое я нарушил правило?» Полицейский отказался предоставить информацию до тех пор, пока водитель не покажет свои документы. «Вы можете сделать это по-хорошему или по-плохому», — продолжал офицер угрожать. Но Келвин не сдавался. «Я не дам вам свои документы, пока вы не скажете, за что остановили меня». Разговор становился все напряженнее. Офицер предложил выбор: либо ты даешь мне удостоверение, либо отправишься в тюрьму. Эта угроза заставила Келвина еще раз попросить объяснить причину остановки. В ответ офицер вызвал подкрепление, чтобы арестовать водителя. Пока Келвин настаивал на своих правах и требовал объяснений, к ним присоединились еще двое полицейских. Один из них решил не церемониться и разбил окно машины. Нормально, да? В итоге трое офицеров силой вытащили Келвина из машины, уложили его на землю и надели наручники, несмотря на то, что он потерял сознание. Но на этом дело не закончилось. Они арестовали его жену и брата, не дав никаких объяснений. Более того, у парня еще пропали деньги. К счастью, уголовные обвинения против Келвина и его семьи были сняты в январе 2017 года. Впоследствии Американский союз гражданских свобод подал иск против полицейских за их безрассудные действия. Но идем дальше. 4 июля 2023 года в Огайо произошла погоня с участием водителя грузовика по имени Хада Джари Роуз. Все началось с того, что его остановили полицейские из города Серклвилл за отсутствие брызговика, причем потребовал оплату на месте. Роуз сначала подчинился требованиям, но, увидев направленный на него пистолет, испугался и, не раздумывая, нажал на газ. Одновременно он позвонил в 911, надеясь на помощь. Напомню, что все из-за простого брызговика. Жесть, да? Спустя несколько минут Роуз остановил грузовик и вышел из машины, но обнаружил себя в окружении большого количества офицеров. Один из них, офицер Спикман, который только что прибыл на место со своей служебной собакой, выкрикнул несколько команд, после чего тут же отпустил пса на Роуза. Ситуация быстро обострилась, собака сначала побежала в сторону патрульных, но затем, по приказу Спикмана, напала на безоружного водителя.
Остальные офицеры, видя, что Роуз не представляет никакой угрозы, пытались остановить Спикмана и кричали, чтобы он убрал собаку, но он игнорировал их. Даже когда Роуза уже сдерживали другие патрульные, Спикман продолжал не обращать внимания на приказы и пытался оправдать свои действия. Когда собаку наконец убрали, Роуз оказался в ужасном состоянии. Несмотря на это, ему было предъявлено обвинение в невыполнении приказа полиции. Он нанял адвоката и готовится к крупному судебному процессу. Что касается Спикмана, его действия не остались незамеченными. Его уволили из полиции, и собаку ему забрать с собой не разрешили. Полиция в городе Дейтон остановила темнокожего мужчину по имени Клиффорд на Вест-Гранд-Авеню. Инцидент произошел во время полицейского расследования, когда офицеры заметили его автомобиль, схожий с машиной, причастной к недавнему преступлению. Полицейские попросили его выйти из машины, чтобы провести обыск. Но Клиффорд отказался, объяснив, что не может этого сделать из-за паралича ног. «Здравствуйте, сэр. «Я остановил вас, потому что ваша тонировка слишком темная», — сказал офицер. «Это не моя машина», — ответил Клиффорд. Офицеры продолжали настаивать. «Заглушите двигатель и отстегните ремень безопасности. Я попрошу вас выйти из авто». «Я не могу выйти. У меня парализованы ноги», — объяснил Клиффорд. Полицейский предложил помощь. «Я помогу вам выйти». Но Клиффорд ответил, что это не понадобится, и настаивал, что не может покинуть машину. Офицеры же продолжали давить, требуя, чтобы он вышел. Клиффорд начал вызывать на помощь людей, записывая на телефон. «Они пытаются меня вытолкнуть. Я не могу выйти без посторонней помощи. Мне парализованы ноги». Он пытался привлечь внимание прохожих, чтобы те сняли происходящее на камеру. Несмотря на его протесты, полицейские продолжали попытки силой вытащить Клиффорда из машины, что привело к травмам. Он неоднократно кричал, что ему больно, и требовал прекратить насилие. В итоге, после всего случившегося, Клиффорду выписали штраф за непристегнутого ребенка на заднем сидении и чрезмерную тонировку, попытавшись забрать у него наличку. Однако на этом история не закончилась. Клиффорд подал иск против полиции, заявив, что его гражданские права были нарушены, и полицейские нанесли ему физический вред, вытащив его из машины за волосы. Суд признал действия полиции неправомерными и вынес решение в его пользу, присудив Клиффорду компенсацию в размере 125 тысяч долларов. А хотите немного улыбнуться? Вот вам пример, когда мгновенная карма настигает мгновенно. В сети появилась запись с видеорегистратора, которая быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала бурное обсуждение. В центре событий наглый водитель внедорожника, который грубо нарушил правила дорожного движения и, уверенный в своей безнаказанности, попал в довольно неприятную ситуацию. События развернулись на одной из оживленных улиц России. Водитель дорогого внедорожника решил, что ему правила не писаны. С резким маневром он подрезал УАЗ, который двигался по своей полосе. Но на этом история не закончилась. Как только машины остановились, водитель внедорожника распахнул окно и начал громко выкрикивать угрозы в адрес водителя УАЗа. Среди ругательств и угроз прозвучала ключевая фраза: «Я начальник полиции. Ты вообще знаешь, с кем имеешь дело?» Очевидно, полагаясь на свой статус, он был уверен, что может позволить себе подобное поведение. Он сыпал оскорблениями, угрожал разобраться с водителем УАЗа и требовал немедленных извинений. Представляю его лицо, когда двери УАЗика вдруг распахнулись, и из машины стремительно выскочили несколько бойцов ОМОН в полной экипировке. Бойцы быстро оценили ситуацию. За несколько мгновений водитель внедорожника был обездвижен, уложен на землю и задержан. Видео с регистратора быстро собрало тысячи просмотров и комментариев. Люди выразили поддержку действиям ОМОНа, отмечая, что именно так следует поступать с теми, кто злоупотребляет своим положением и статусом. В социальных сетях также развернулись дискуссии о необходимости борьбы с наглостью и произволом на дорогах, особенно со стороны тех, кто считает себя неприкасаемым. Как оказалось позже, наглый водитель действительно был сотрудником полиции, но не начальником, как он утверждал. А что бывает, когда коррумпированный коп нарывается на честного? Сержант Уильям Мейер был вызван на место аварии, где водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП. Но тут прибыл начальник полиции Леонардо Гуида. С самого начала поведение Гуиды вызывало вопросы. Он не только был нетрезв, но и начал вмешиваться в ход расследования. Вместо того, чтобы позволить сержанту Мейеру и его команде выполнять свои обязанности, Гуида начал придираться к внешнему виду Мейера. Сержант, продолжавший сохранять спокойствие, пытался объяснить, что он просто выполняет свою работу и что арест водителя за вождение в нетрезвом виде должен быть приоритетом. Но Гуида не унимался. Он продолжал оказывать давление, угрожая отстранить Мейера от выполнения обязанностей прямо на месте. В какой-то момент ситуация накалилась до предела. «Ты отстранен!»
громко заявил Гуидо, пытаясь использовать свою власть, чтобы остановить сержанта. Мейер, не уступая давлению, напомнил начальнику, что все их действия фиксируются на видео и что он перейдет черту, если продолжит свои провокации. Гуидо, однако, не обратил внимания на предупреждение и продолжал вмешиваться в ход дела. Он настаивал на том, что его авторитет позволяет ему принимать такие решения, и приказал Мейеру покинуть место происшествия. В результате продолжительного конфликта, который наблюдали и другие полицейские, и даже случайные свидетели, Мейера все-таки отстранили от выполнения своих обязанностей прямо на месте. Однако этот инцидент имел серьезные последствия не для сержанта, а для самого Гуидо. После внутреннего расследования, которое было начато из-за его неподобающего поведения, Гуидо был признан помехой в работе полиции и вскоре отправлен в административный отпуск с последующим увольнением. Как выяснилось, он защищал своего товарища за деньги, но нарвался на слишком честного сержанта. Казалось бы, а что может случиться при проверке документов? В некоторых штатах полиция имеет право попросить у гражданина паспорт или права, если у нее есть обоснованные подозрения, что он может быть замешан в преступной деятельности. Однако простое нахождение человека в районе, где были зарегистрированы преступления, не является достаточной причиной для проверки. Несмотря на это, группа полицейских в Северной Калифорнии решила поступить по-другому и остановила темнокожую семью возле кафе Starbucks, начав требовать с них документы либо деньги. Разговор начался на удивление резко. Офицеры начали говорить о недавнем взломе автомобиля, но женщина настаивала. «Зачем вам мой паспорт? Мы просто отдыхаем здесь, потому что я собираюсь в Starbucks. Он работает уже несколько часов». Ситуация накалилась, когда женщина отказалась предоставить документы, заявив, что не обязана это делать, так как не совершила ничего противозаконного. Полицейские, не обращая внимания на ее объяснения, стали угрожать арестом, если она не вернется в машину и не дождется окончания проверки. «Вы делаете огромную ошибку», — повторяла женщина, пытаясь объяснить, что семья остановилась здесь всего лишь, чтобы выпить кофе. Но полицейские решили действовать по-своему. «Вылезайте из машины, вы будете задержаны». Полицейские настаивали на том, что у семьи есть что скрывать, а женщина отчаянно пыталась объяснить, что они не сделали ничего незаконного. Однако офицеры решили задержать всех. Их заставили выйти из машины, надели наручники и задержали, несмотря на протесты. После длительных разбирательств семью все же отпустили. Но история на этом не закончилась. Пострадавшие подали в суд на полицейских, обвинив их в неправомерных действиях и нарушении гражданских прав. В результате суд присудил каждому из троих членов семьи компенсацию в размере 2 миллиона 750 тысяч долларов. Общая сумма компенсации составила более 8 миллионов долларов. Неплохо, да? А вот еще одна история с мгновенной кармой, которая развернулась на одном из украинских постов, где группа сотрудников полиции решила воспользоваться своим положением и заработать на дальнобойщиках, проезжающих через них. Это, казалось, было обычным делом. Они требовали взятки за якобы нарушение у водителей грузовиков. Деньги брали за ускоренное прохождение проверки документов и груза, угрожая долгими задержками или внезапно обнаруженными нарушениями. Но в этот раз они явно перешли дорогу не тому человеку. Одним из дальнобойщиков, остановленных коррупционерами, оказался бывший военный, а теперь контрактник, занимающийся снабжением армии. Его рейсы были жизненно важны для военных операций, а сотрудники полиции, не подозревая о его связях, начали стандартную процедуру вымогательства. Требования были просты: заплати, или будешь стоять тут весь день. Не привыкший к подобным уловкам, дальнобойщик предложил сотрудникам полиции подумать о последствиях их действий, намекнув на свою связь с вооруженными силами. Но эти слова вызвали лишь смех и насмешки. Водителю было сказано, что «здесь командуем мы», и если он не заплатит, его грузовик останется стоять до конца недели. Не желая вступать в дальнейшие споры, дальнобойщик спокойно отдал документы и отправился делать несколько звонков. Связь с военными сработала на удивление быстро. Буквально через час на блокпосте появились представители военной контрразведки. Они не стали церемониться. Полицейских задержали прямо на месте, при этом изъяв все деньги, которые были получены в ходе вымогательства. Коррупционные схемы сразу же вскрылись, и история приобрела широкую огласку. Коррупционеры получили реальные сроки. Вполне справедливо, согласны? Пишите свой ответ в комментариях, особенно если вы сами попадали в курьезные ситуации с полицией. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то переходите в Telegram, бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать.
Спасибо за просмотр.